Друзья, всем большой привет! Не изменяя себе, мы снова сегодня поговорим, друзья, о танках Забоны, о премиум машинах. Но сегодня разговор пойдет не о самом желанном, я думаю, а о танке, который у многих из вас уже есть. Или если вы задаетесь вопросом, стоит ли его брать, у нас сегодня на обзоре будет Chrysler GF. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Chrysler GF — это американский премиум тяжелый танк 8 уровня ветки США. Обладает очень-очень хорошим бронированием, то есть прям сверххорошим, особенно в текущем рандоме, то что я замечал. Большинство игроков просто понятия не имеют, куда эту машину пробивать. Поэтому мы сегодня с этим будем разбираться, будем изучать уязвимые зоны этого танка и, конечно же, поговорим о его достоинствах. И начнем, разумеется, с орудия. Пушка у нас 105 мм, имеет не самое хорошее пробитие в 198 и альфу 320. В остальном по разбросу и сведению пушка огонь, то есть 0.36 разброс на 100 метров и 1.9 секунды это сведение. В плане орудия танк хороший. Конечно, хотелось бы больше альфы, но броню такую приходится чем-то компенсировать. По орудию вы сможете комфортно стрелять по танкам 8 уровня в упоре, а стреляться вы будете только в упоре, но, конечно, для максимальной результативности на нем все играют на голде. По подвижности машина едет очень уверенно, у нее хоть максималка и 35, но набирается она очень быстро. Плюс у танка очень хорошая идет вязкость в грунтах, то есть он не грузнет, он очень хорошо крутится, вертится, то есть это все мы с вами увидим в боях. По мощности у нас 20 лошадей на тонну, что является очень неплохим показателем. Обзор стоковый 380 метров, ну и 1500 очков прочности. По бронированию у нас башня 254, корпус 152 мм, имеет также хороший бор 102 мм, но об этом более детально мы поговорим в Collision. По сборке этой машины. Я, когда играл на своем Крайслере, я отыграл небольшое количество боев. Мне, если честно, танк не зашел, потому что это стоялово, а я не люблю стоялово, люблю врывы. Хотя на нем, конечно, можно врываться, но чаще всего ситуация в том, что мне в моем случае союзники не прикрывали мои врывы, от того мне он просто и не зашел. Но обязательно мы с вами на этом танке поиграемся вместе на стримах, так что давайте посмотрим. По сборкам. Ему нужно улучшать однозначно стабилизацию. Прошу прощения, в первый слот мы можем поставить улучшенную закалку обязательно в первой сборке, потому что закалка даст вам дополнительные очки прочности. В третий слот можно поставить стабилизатор. Это будет такая, знаете, сборка у нас на прорыв. Когда вы с восьмерками и нужно давить, эта сборка подойдет специально для вас. По перкам экипажа обязательно ремонт, боевое братство. А дальше уже либо на стабилизатор улучшаете плавный ход, плавный поворот, либо просто уже идете в те перки, которые вам интересны. Это первая сборка, она у нас на прорыв. И вторая сборка у нас идет на максимальную эффективность и точность. Это вентилятор, досылатель и также стабилизатор. Почему стабилизатор ставим в обоих сборках? Потому что в движении машина должна стрелять. Будут такие ситуации, когда вы крутитесь на одном месте, да, против противника, и вам нужно в этот же момент, когда вы вращаете корпус, дополнительно вести огонь. Без стаба это будет проблематично. Со стабилизатором это то, что нужно. Поэтому по сборкам поговорили. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит подобным образом. Видим, что у нас все очень бронировано в лобовой проекции. ВЛД у нас 152 мм, имеет приведенку 290. НЛД 184 имеет приведенку 217. Если вы езжаете абсолютно ровно против там какого-то ИС-3, скорее всего он вас может пробить в НЛД, если у него повышенное бронепробитие вылетает. Но в остальном танк с лобовой проекцией очень зашит, даже башенка 260 мм имеет. Есть, конечно, зоны в 250, но туда вас вряд ли кто-то прокинет. Танк в лобовой проекции, вот так, когда выезжаете, часто пробивается большими калибрами в катки. Поэтому от себя скажу, если вы видите такой танк в прицеле, и у вас пробитие 180, 190, 200, можете просто в него даже не пытаться стрелять. Это не имеет никакого смысла. Гуслите, помогайте союзникам, если они есть. Если их нет, лучше меняйте цель атаки однозначно. Борт у нас также 100 мм, имеет приведенку 309, 308, то есть под 500, если хороший угол выбираете. Поэтому играть на нем от борта, конечно же, можно и нужно. Броня у него очень хорошая. С ним стреляться в лоб вообще не советую танкам там 7 уровня. Большинство восьмерок его не пробьет, поэтому... Чаще всего как будет происходить, друзья? Когда вас видят, вас будут стрелять голдой. Ну, то есть будьте к этому готовы, если играете на этом танке.
По фарму я не могу сказать, что он фармовый, потому что, ну, лично мне на нем голдой приходится стрелять очень часто. Поэтому по броне, в принципе, разобрались. Если уже острые там ровные углы, ну, не острые, ровные, если выезжать, вас уже, конечно, все будут пробивать. По УВНам здесь все очень плохо. Минус 6 спереди, плюс 15 вверх. По бокам также идет минус 6. Ну, то есть играть от холмов на этой машине точно не получится, потому что, соответственно, башенное расположение, когда она сзади находится, будет не позволять вам выезжать и эффективно вести огонь. Но в городских картах всякие там Химмельсдорфы, вы сможете спокойно стоять, там банан отстреливать и так далее. Все зависит уже от сетапа противника. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим бой и продолжим диалог об этой машине. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Ласвель забросила нашего сегодняшнего героя с ником Том Хаус на такой сетап, где много шестерок. По сборке у него закалка, досылатель и стабилизатор. Трофейный у него досылатель и стаб. Видим, что у него с собой много ББшек, много голды. У снаряда вообще огромное количество... У танка огромное количество снарядов. Заговариваюсь, прошу прощения. И действительно, то есть стрелять на нем можно часто. Ехать и давить противников тоже необходимо. У нас встречный бой. Также видим, что он играет у нас с танковым бензином голдовым. Chrysler K и Chrysler GF это два абсолютно одинаковых танка. Разница в том, что вот GF это граунд-финаловская версия, которая имеет такой логотип Wargaming, клик спереди. А Chrysler K это машина, на которой можно поставить любой камуфляж. Ну, то есть та же ситуация, что и с защитником у нас и объектом 252, да? Опять же, вернемся к сетапу, видим, что много шестерок, он в максимальном топе. Пробитие у нас с обычным снарядом 198 мм, голдовым 260. В этом бою будет нанесено большое количество урона, он соберет прям все возможные медали, которые только можно собрать на этой машине. Потому что, ну, будем откровенны, да, в таком сетапе противостоять ему, в принципе, способны только какие-то ПТшки, там, Т-103. Никакой вот Т-34-3 никогда в жизни не пробьет со своей, разве что, голдой в НЛД. Если играть на этой машине грамотно, от углов и не подставлять уязвимые зоны, то можно наносить действительно огромное количество урона. Я, не изменяя себе, друзья, не смотрел бой, для того, чтобы моя реакция была естественной. Оттого давайте его смотреть сразу с вами вместе. Выехал, дал уже первый шот по 3-4-3, продолжает давить, здесь стоит вражеский М6. Это для него вообще М6 не соперник, потому что танк 6 уровня, серьезно, что он способен сделать такой тачки, как Chrysler. Для танкования Chrysler очень хороший танк, то есть, учитывая, что он у нас в рандоме уже давно, все равно многие игроки не знают, как с этой машиной бороться. Как я по себе замечаю, большая часть игроков, они приезжают на направление, и в 99% ситуаций они это направление не оставляют. То есть стоят до последнего. И если перед ними куча танков, в этом-то, друзья, и отличие скилловых игроков от анскилловых, да. В том, что скилловый игрок, он, если понимает, что ничего здесь делать не может, он будет менять направление. Подставил борт под Лео. Под прямым углом, конечно же, его голдой, тем более Лео пробивает. Танкует еще один выстрел 3-4-3. Нужно давить эту неприятную машину. Дает шот. Видим, что Chrysler вперед ездит очень уверенно, учитывая, что у него максималка там небольшая, да, 35. Дает еще один шот по 3-4. У меня есть на канале обзор на Т-34-3. Хороший танк, в ровных руках способен делать неприятно противникам, альфовая машина. Так что, если интересно, можете посмотреть это видео. Кстати, друзья, напоминаю, если вам нравится мой контент и хотите, чтобы он выходил с повышенной регулярностью, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я все комментарии всегда читаю, потому буду рад прочесть еще ваши мысли, да, об этом бою и других. Так что не забывайте об этом. Разминает вражескую 34-ку, держит его на катке. Перезарядка у машины довольно неплохая, там в районе 7-8 секунд, я точно не скажу, не помню, не буду лгать. По ДПМу он не слишком там высокий, конечно, у нас, но в целом, если вы занимаете направление, учитывая, что у вас альфа небольшая, 320, вы будете стрелять довольно часто. Не пробивает его Т-103. В такой проекции, когда скрыт корпус, вообще ему никто ничего сделать не сможет, потому что машина крайне хорошо зашита спереди, не имеет уязвимой башни, как у обычного американцев это бывает. Просто стоит и накидывает. Прошло у нас буквально 3 минуты боя, у него уже 4000 урона есть, 3100 заблокировано. Как видим, машина очень уверенно себя чувствует в подобном бою. Конечно, он играет на голде.
Против этих соперников, которых мы видели, он мог стрелять спокойно ББшками. Здесь игрок ведет бой, скажем, на максимальную эффективность. От того и, скорее всего, стреляет на голду. Я думаю, он идет на 3-ю отметку. Если бы я играл на отметке, играл бы точно так же. Друзья, напишите, вы часто стараетесь взять отметку на танках или нет? Потому что мы вчера играли во взводе, и я понял, что нужно повышать, скажем так, красоту танков, зарабатывая отметки. Думаю, на стриме с вами будем этим заниматься. Выезжает вперед налево. Здесь видно часть корпуса. Спокойно сводится, стреляет. Они не вызывают у него никаких проблем. Он может спокойно стоять, их продавливать и уничтожать. Через каток можно попробовать. Да, отлично. Пробивать через каток лево. 4 фрага у него уже есть. Здесь союзный Т-103 подставился. Очень глупо сделал. Добирает опасный танк Т-103. Против него остаются танки, которые ничего ему не будут способны сделать. Разве что Чех может немного набросить. Но мне кажется, в лоб Чех его вряд ли пробьет. Дает еще один шот по Челленджеру. Челленджер его пробивает. Сейчас посмотрим, куда он его пробил. Непонятно, куда он его пробил, если честно. Возможно, пробовал пробивать его в наблюдательные приборы. Приборы наблюдения, то есть сюда. Но туда урон, если и пройдет, то я не знаю, что должно случиться. Но, по-моему, он его пробил через каток. Катки — это машина, то есть есть зона. Вот в этой области сюда может залетать урон. Не с повышенной, конечно, регулярностью, но все зависит от калибра. Туда можно, да, дамажить. Он остался один против 4 танков. По-моему, он был уже один, когда стрелялся с Челленджером, поэтому, скорее всего, это еще будет и Колобанов. Скорее всего, это будет и Колобанов. Очень важно, друзья, если вы остаетесь в одиночестве против большого количества танков, не торопиться. То есть вы должны взять себя в руки. Если у вас есть время подумать, мы не говорим о той ситуации, когда на вас сразу выкатываются 8 машин, и что делать, это отдельный разговор. А в той ситуации, когда у вас есть время для маневра, здесь мы видим, что база находится около него. То есть ему не нужно ехать назад, как в стандартном бою. Я, конечно, встречку не играю, я об этом говорил много раз. Для меня это неинтересно. Вообще режим, стиль боя не интересен, да, скажем так. Так вот, вы должны собраться с мыслями и подумать, где вы будете менее уязвимы для большого количества танков. То есть вы должны выбирать такие зоны, где вас не смогут обойти в борт. Здесь для него самый опасный противник — это Чех, это однозначно, потому что там очень скорострельный танк. Видим, что он спокойно едет вперед на Фьюри. Добирает его и сразу открывается под Чеха. Чех был только что замечен вот здесь. Ему нужно его убирать, потому что чешская ПТшка — это очень скорострельный танк. Нужно прятаться от артиллерии. Дает шот по Чеху. Тот его пробивает в НЛД. Слишком был ровный угол. Он знает, то есть видно, что игрок скилловый. Он знает, что Чех — это очень неприятный танк. Оп, он стрелялся. Один танк, видим, светится на захвате. То есть ему нужно держать в голове, что сзади еще есть противник. Отлично, отлично. Он успевает переиграть Чеха в спине Е25. Е25 для него на один выстрел. Успевает дать, чтобы не терять очки прочности по Е25. Как видим, у него уже 9 фрагов, друзья. 7000 урона, 3800 заблокировано. Остается всего одна артиллерия против него. Ну, я думаю, здесь победа. Конечно, ГВ Пантера может его убить, если попадет. Однозначно может, конечно. Артиллерия у нас — это такой класс техники, который может очень неприятно сделать любому игроку. У меня недавно, друзья, была ситуация. Я играл на G-SOR 1008. Это британская ПТСАУ 8 уровня, премиумная, которая из контейнеров новогодних была. Так вот, я остался один против 5 танков и убил 4. Осталась артиллерия. То есть мы играли на карте Жемчужная река. И получается такая ситуация, что я стою на вражеской базе, а артиллерист становится на захват моей базы. И по времени я абсолютно никак не успеваю к нему приехать. Да, там моя ошибка, нужно было из центра ехать его искать. Я решил встать на захват, но... И, в общем, стоим мы на захвате, друзья. Я же мансую, чтобы он, соответственно, не попал. И в один момент просто у меня остается там 15% до окончания захвата. Отлично, вообще, по-моему, попал даже, да? Выцеливает артиллерию. Вообще молодец.
И артиллерист, в общем, друзья, сбивает мне захват. Было очень неприятно. Я думаю, вы понимаете, как когда вы остаетесь один против нескольких танков, и вы уже 99% что выиграли, но артиллерия ставит точку. Поэтому всегда будьте осторожны, думайте, где, в какой позиции по вам арта не прокинет, когда остаетесь один на один. Это очень важно, потому что, как я уже еще раз говорю и повторю еще раз, артиллерия способна выигрывать бои, особенно если артиллерист скилловый. То есть они знают, по кому стрелять, с какой позиции. Так что, если не нравится арта, пальцы вверх. Если нравится, тоже пальцы вверх. Почему нет? Я не осуждаю артиллеристов, да, буду откровенен. Мне часто не нравится, когда по мне забрасывают. Думаю, никому не нравится. Но, тем не менее, если этот класс в игре есть, вы имеете полное право на нем играть. Никто вам не вправе это запрещать. Думаю, можно подвести итоги по танку, пока у нас идет захват базы. Танк очень хороший. Не для фарма. Для фарма, я думаю, нет, потому что урона наносит он мало. Будем откровенны, 320. Он будет настреливать медленно. О, ГВшка на него вышла. Повезло, очень повезло. 2 очка осталось всего лишь. Просто везение дикое, реально. Мог только что бой закончиться. Его стоит брать для фана, потому что бывают бои, где можно много натанковать. Так что думайте сами. Машина, в принципе, для фана годная. Для фарма, думаю, нет. Пальцы вверх, до новых встреч. Пока-пока.